Я как корреспондент такой, типа. Все советуют, там достаточно безопасно, там красивые локации. Там. Это, конечно же, цены. Здесь цены на квартиры значительно дешевле. Мы заплатили суммарно 200. Без крипты здесь делать нечего. Смотрите, потрясающее какое... Да нет, блядь, не потрясающее, обычное. Потому что просто открываете окно, дикий шум. Здесь сезоны, они как бы перевернуты. Аргентина, здесь тоже есть проблемы с криминалом. Один выбегает, толкает человека, забирает телефон. Было так много людей, что они, по-моему, огибали весь магазин внутри по периметру. И мы вот в самый конец мы думали, да это не может быть такого, что это очередь стоят на кассу. Going home with y'all. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on. Я как корреспондент такой, типа. Всем привет, мы вышли на место, где проходят какие-то события. Мы сейчас прогуливаемся с женой в Кордобе. Мы уже переехали из Буэнос-Айреса в Кордобе. Хочу сказать, что в Буэнос-Айресе мы были где-то около 4 дней. Нам этого не хватило, на самом деле. Мы посетили не так много мест. Там очень много прекрасных, красивых локаций. Мы туда не добрались. Но мы обязательно туда съездим позже. Кто-то меня кинул листвой. Но сейчас мы вот переехали, мы наконец-то сняли квартиру в Кордобе. И в Кордобе мы находимся уже где-то дня 4, наверное, 5 даже. Есть что рассказать, есть ощущения эмоциональные, вообще отличия между Буэнос-Айресом и Кордобой. В Буэнос-Айресе было, ну, по крайней мере, по ощущениям, было гораздо безопаснее, потому что мы жили в Палермо. Это такой район в Буэнос-Айресе самый безопасный, самый считается туристический такой, и там в основном русские селятся. Рядом были еще Реколетто район и, как называется, Бельграно, вот, да. Район Бельграно. В общем, эти 3 района Буэнос-Айреса все советуют. Там достаточно безопасно, там красивые локации. Там, если это Конгресс, я надеюсь, где-то на экране мы его выведем, фотографии, мы там сфоткались. Также был обелиск этот, где мы поснимали немножко, успели в хороший день подснять материал. Вот. И также еще парочку мест, красивых парков мы там посетили. До океана мы не добрались, к сожалению, была плохая погода. И вот в последний день, когда я уже хотел посетить набережную, где-то посмотреть океан, не получилось. Очень было ветрено, холодно и был дождь. Что порадовало в Кордобе, это, конечно же, цены. Здесь цены на квартиры значительно дешевле. Вот мы узнавали у ребят, которые в Буэнос-Айресе снимают. Они все говорят, что нормальные квартиры в безопасных районах будут начинаться от $600. И это будет однокомнатная квартира. Двухкомнатная будет где-то примерно от $800 стоить. Соответственно, чем лучше, чем больше комнат, чем новее здание, там какой-нибудь спальный район, то будет уже ценники от $1000. Сами понимаете, дороговато. Для Буэнос-Айреса, для Аргентины дороговато. Про цены на жилье в Кордобе. Мы буквально за 2-3 дня сняли квартиру. В первый день нам показали квартиру в центре. Это район Нуэва называется. Там вся движуха, там вот что-то такое, рядом кафе, более безопасное место, как Палермо в Буэнос-Айресе. Мы посмотрели квартиру, там проблема одна. Очень шумно и достаточно старые квартиры. И цена их, не дешевая, в общем-то. Дешевле, конечно, чем в Буэнос-Айресе, но не дешевая цена в целом. То есть начинаются квартиры где-то от $350. Да, типа вы скажете, вообще ценник хороший. Но квартиры, мягко сказать, не очень такие хай-тек формата. То есть они старенькие, старые окна, где-то поломанные стекла, где-то задувает прямо в квартиру. То есть если зимой будете там жить, уже будет не очень комфортно, потому что будет просто холодно. Там нет отопления, скажем так, все отопление проходит через кондиционер, а кондиционер — это всегда пересушенный воздух, это со временем вас это будет напрягать. Поверьте мне, я жил в квартире в Турции, где отопления нет, и мы спасались только кондиционером на обогрев.
Вот, возвращаясь к тому, где мы сняли квартиру с женой в высотках, которая называется Кардиналис. Вот, это две пока что высотки в двух местах в городе Кордоба. Эти высотки строятся, это комплекс такой, 3 башни так называемые, я вам подсниму, надеюсь, здесь на экране появится, как они выглядят. И Кардиналис второй, где мы сняли чуть-чуть подальше, не такой распиаренный Кардиналис, как вот эти 3 башни. Но в целом нам понравилось в этом районе гораздо больше снять жилье. Во-первых, там квартиры были посовременнее, в них уже было отопление, то есть батареи, и райончик был поприятнее. Собственно, поэтому мы сделали выбор в пользу этого Кардиналиса. Теперь давайте про цены. Цены начинаются от $500 на эти квартиры. Если вы захотите снимать... Спасибо, мотоциклисты, за то, что дают записывать видосики для наших подписчиков. Если вы хотите снимать, например, однокомнатную квартиру, я думаю, что до $500 вполне реально в таком красивом спальном комплексе снять. Мы же сняли двухкомнатную квартиру, прям очень современный ремонт, все круто, все классно. Наша квартира стоила $550. В эту стоимость, я вам скажу, включено все. Интернет, включено электричество, газ, вообще все. Скорость интернета. Расскажу сразу. Интернет очень порадовал. После Турции это вообще что-то с чем-то. Интернет начинается от 300 мегабит в секунду скорость. Скорость скачки, загрузки там около 100. То есть вот так хватит вам на все нужды. Если вы не стример какой-то в 4К, то этого интернета на все нужды хватит вам вполне. Также я еще хотел дополнить, что как происходит вообще поиск квартиры здесь, в Кордобе. Вы, конечно, можете найти квартиру сами через какие-то сайты. Я, если честно, пока не знаю, что это за сайты, но я думаю, что есть определенные сайты, где выкладывают квартиры. Скорее всего, там варианты будут не самые лучшие. Конечно же, у риэлторов всегда варианты самые такие, более-менее лучшие. Но единственное, что нужно всегда платить комиссию риэлтору. Вот насчет комиссии хотел вам сказать. Как вообще, сколько эта комиссия риэлтора будет и как она вообще складывается, из чего? В нашем случае мы сняли квартиру, подписали контракт на 4 месяца, и стоимость одного месяца у нас в начале контракта была $390 тысяч песо. Это примерно $550. Вот. При том, что комиссия риэлтору складывается сразу же из всего контракта. То есть вы 10% от суммы всего контракта отдаете риэлтору. Чем больше вы заключаете договор на большее количество месяцев, тем большее количество денег риэлтору в процентах вы заплатите. Нашему риэлтору мы заплатили 170 тысяч песо. Из чего они складываются? Первый месяц 390 тысяч песо, второй тоже 390 тысяч песо, но в контракте у нас указано, что каждый второй месяц повышается на 18%. Соответственно, 420 тысяч уже второй и третий и четвертый месяц, прошу прощения. Вот, и сумма всех этих песо, 10% платится комиссия ему. Я считаю, что это ценник вообще адекватный, потому что в Турции, если вы, например, мы приехали с Турции, если вы в Турции будете снимать квартиру очень дорогую, там, я не знаю, за $1500 ежемесячной оплаты, вы отдадите риэлтору как раз-таки $1500. То есть ровно одну месячную оплату. Здесь 10% от контракта. Если снимаете на 3 месяца, соответственно, заплатите еще меньше. Вот, имейте в виду, что в Аргентине такая система. Также я хочу обсудить с вами, как же в Аргентине все-таки обменивать деньги. Вообще, как пользуются, как получить местную валюту. Сразу вам скажу, что без крипты здесь делать нечего. То есть, если у вас нету в чемодане или там под матрасом долларов наличкой, тогда вообще без проблем. Это, по-моему, в любой стране можно будет без проблем себя чувствовать. Здесь же крипта очень сильно спасает. Поэтому, ребята, те, кто еще почему-то не пользуется криптовалютой, обязательно осваивайте, за этим будущее. Здесь же в Аргентине есть криптовалюта, без проблем можете вывести песо. Есть такие обменники, компании, ребят, таких же русскоговорящих, которые сюда давно приехали, открыли свои обменники и по
определенному курсу меняют вам на местную валюту. Скажу так, что в Аргентине есть два курса. Он официальный есть, тот, который в банке. Если вы придете поменять свои доллары в банке на местное песо, вам дадут примерно за $1 350, там плюс-минус, в зависимости на данный момент какой курс, плюс-минус 350 песо. Чтобы вы понимали, есть второй курс, он называется Blue Dollar или Blue курс. По нему можно поменять уже доллары по 700, по 750 песо. То есть за $1 вам дадут 700-750 песо. То есть в 2 раза больше. Поэтому знайте, учитывайте этот момент. И вот как раз-таки эти ребята, которые меняют доллары на песо, вот организовывают вот свои такие компании небольшие, обменники. Все происходит как? Вы, например, списываетесь в телеграм-канале, подписываетесь на группу, пишете администратору, администратор спрашивает, какую сумму вам нужно поменять, и вы без проблем меняете эти деньги, согласовываете, человек может даже к вам домой приехать и поменять деньги. Могу сказать, что могут поменять как доллары, налички, то есть наличку вам привезти, как за рубли, то есть вы рубли можете даже наличкой отдать, либо перекинуть через банк, да, перекинуть на карту, вам привезут песо. В общем, очень гибко, очень удобно. Промтом скажу. Смотрите, потрясающее какое... Да нет, блядь, не потрясающее, обычное. Смотрите, вот, например, строится еще какой-то дополнительный мост. Если вы можете посмотреть, смотрите, мостов этих куча просто. И чтобы вы понимали, там речка, это просто ручеек. То есть реально особо таких мостов прям строить, как будто там какая-то речка большая. На самом деле там просто ручей. Но тем не менее этот мост строят для того, чтобы люди ходили и было удобно им в этот парк заходить со всех сторон. Это очень круто. Еще, друзья, рядышком с нашим комплексом была загвоздка. Это прям огромная стройка. То есть рядом с нашим большим вот этим зданием, я его покажу, рядом строится точно такое же большое здание. И с другой стороны тоже большое здание. Там огромное количество шума. И мы очень боялись с женой, что будет просто шумно у нас в квартире. Вот. Но, на удивление, в этом комплексе были пластиковые окна и потрясающая просто шумоизоляция. Потому что такой шумоизоляции я, наверное, нигде не видел. Потому что просто открываете окно... Дикий шум, закрывайте окно, тишина дома вообще идеальная, можно записываться, можно, там, если вы с детьми, детям не мешает, никакого шума нету, то есть прям классно сделанный комплекс. Респект тем, кто строит эти кардиналисы. Очень круто все продумано. Друзья, я еще хотел дополнить, что квартиру и комплекс, который мы сняли, я хотел немножко рассказать вам про инфраструктуру, которая находится рядом с нашим комплексом. Во-первых, это очень большой плюс, что рядышком есть супермаркет. Он достаточно большой, называется Диско, очень бюджетные товары, все есть, то есть и хозяйственные, и бытовые, и продукты, и овощи свежие, и все очень круто. Находится он в 100 метрах от нашего комплекса. Рядом также есть кафешки, вот буквально если вокруг нашего спального района обойти, там полно всяких кафешек. Прямо внизу, в нашем же доме, есть кафе, где можно попить кофе, там итальянский кофе делают и очень вкусное мороженое. Прям все говорят, рекомендуют классное мороженое. Мы еще пока не попробовали, но обязательно сходим, попробуем. Там очень недорого можно попить кофе, в районе 1000 песо капучино стоит, и какие-то вкусняшки взять тоже, бутерброды, сэндвичи, все очень доступно. И те, кто не хочет с утра готовить себе завтрак, можно прийти обязательно там позавтракать, и вы вообще не расстроитесь. Я уже месяц нахожусь в Аргентине, мне есть что вам рассказать вообще о жизни здесь, о своих впечатлениях и вообще немножко рассказать про Аргентину в целом. Что это за страна, где она находится, почему вы выбрали эту страну. Ну, во-первых, Аргентина находится в южном полушарии, в Южной Америке. Южная Америка вообще... такой далекий от нас континент, и про него очень мало что известно. Но вот люди, соответственно, сюда все больше и больше людей русскоговорящих приезжают, в том числе и мы решили тоже сюда приехать. Мы сейчас находимся в Кордобе, город второй по численности в Аргентине.
Первый Буэнос-Айрес, столица, а Кордоба находится у нас по центру материка ровно, а Буэнос-Айрес немножко восточнее, и он граничит с Атлантическим океаном. Здесь у нас океана нету, но тем не менее здесь тоже много всего красивого, интересного, и есть что вам рассказать. Ну, во-первых, с чего я хотел начать, это с того, что здесь, когда мы прилетели, стало же сразу понятно, что очень много нужно денег, налички снимать. Потому что здесь какая система? Во-первых, здесь большая инфляция, за целый год что-то больше 100% инфляции. Местная валюта называется песо, и она обесценивается на больше 100% за год. Вот, и поэтому, когда вы снимаете, переводите с долларов или с рублей в песо, вам приходится огромное количество налички с собой таскать. Вот. Сделать банковский счет сейчас в данный момент не получается, потому что вам нужно, соответственно, получить сначала какие-то документы, да, это там ВНЖ, ПМЖ или гражданство. Соответственно, все это долго, да, непросто, и мы как раз в процессе этого вот счет, наверное, будет только не раньше, чем через полгода. Поэтому нам приходится довольствоваться тем, что мы ходим с огромным количеством налички. Когда мы меняем эти деньги, это просто, вот, чтобы вы понимали, это такой пакет, в нем огромное количество налички, и ты ходишь с этим пакетом, собственно, не очень удобно. Это первое, что нас удивило, когда мы приехали сюда. Второе, мы столкнулись с местным такси. Такси, стоит сказать, очень дешевое. Вообще Uber здесь есть, БА такси, Буэнос-Айресское такси, Cabify, это местное вот кордобовское такси. В общем, цены дешевые, но стоит сказать про Uber, что он здесь полулегальный, поэтому, когда вы садитесь в Uber, в такси вызываете, то водитель обязательно попросит вас сесть на переднее сиденье. Это как раз-таки связано с тем, что если вдруг водителя остановит по трафик полис, да, вот местная ГАИ, типа, то, скорее всего, он как-то, может быть, отмажется, и это будет считаться, что он просто едет с каким-то своим другом. Вот. А если вы, соответственно, садитесь назад, то это палево, это, типа, уже таксист работает как в такси, да, и это будет к нему какие-то претензии. Вот, это второе, что я хотел сказать. Еще огромное количество очередей. Это сразу заметно, начиная с первого похода в магазин, вы просто замечаете, что огромное количество людей стоят в очереди. Эти очереди могут не заканчиваться. Было такое, что мы со своей женой пошли в супермаркет, и там люди с тележками стоят, и было так много людей, что они, по-моему, огибали весь магазин внутри по периметру. И мы вот в самый конец мы думали, да это не может быть такого, что эта очередь стоят на кассу. Но вот, в общем, очереди здесь, целый культ очередей. Друзья, также еще хочу сказать, что здесь перевернутые сезоны. То есть, когда у нас сейчас в России, допустим, начинается осень, здесь начинается весна. Если у нас начинается зима в ноябре месяце, там в декабре, да, то здесь начинается лето. То есть сезоны перевернуты. Поэтому очень неудобно первое время привыкнуть к тому, что лето начинается здесь в декабре. Представляете? Вот тоже это удивительно. Еще, соответственно, когда ты находишься в южном полушарии, вообще в другой части света относительно привычной нам России, да, то когда ты созваниваешься со своими родными, это большой промежуток часовых поясов, соответственно, здесь день, там ночь, и там день, здесь ночь, очень неудобно. Звонишь родителям или своим друзьям и говоришь, как у тебя там начинается утро, а у них уже поздний вечер. То есть тоже немножко к этому привыкаешь. А это, кстати, попугаи, они так интересно, в общем, с нами общаются, пытаются общаться с нами. Вот, друзья, мы сейчас в парке гуляем, здесь куча попугаев всяких летает, и тоже это прикольно. Так, чтобы видно было красиво. Я не упаду, я все вижу. Упаду, ничего страшного.
Вот, я еще хотел вам рассказать про еще свои впечатления про походы в магазины. Что вообще в магазинах можно купить здесь, в Аргентине? Ну, во-первых, поразило огромное количество выбора сыров просто. Я вот сейчас здесь вставлю. Просто огромное количество ларьков с сырами, огромное количество мяса, просто на выбор, говядины, всякое разное. Они, чтобы вы понимали, они из коровы достают и продают все. То есть они режут корову на все части, и все эти части продают. Здесь прям говядины завались. Также можно свинину приобрести, потому что здесь не мусульманская страна, большая часть католики, православные, то есть, здесь христиане, короче. Поэтому с мясом свинины тоже здесь все нормально. Любое мясо можно купить, курицы тоже полно. Что еще? Очень вкусный шоколад поразил, действительно очень качественный, вкусный шоколад. Брендов не так много. Из всеми известных брендов ни Сникерса, ни Твикса, ни Баунти, ни там Марса, Наца и прочих брендов здесь нету. Но здесь есть Милка и Киткат. Из самых популярных, что мы здесь видели, эти бренды здесь есть. Но и местный шоколад тоже очень вкусный, и он стоит подешевле. Его берешь, и ты даже не замечаешь, что это какой-то не брендовый шоколад. Точно такой же вкусный, с орехами, все как надо. Да, и еще, друзья, здесь полно колбасы. Русскоговорящим людям, приехавшим сюда из стран СНГ и России, здесь будет действительно комфортно, потому что вкусовые предпочтения аргентинцев такие же, как наши, очень схожие. Поэтому колбасы завались, колбаса вкусная, недорогая. И здесь с этим тоже все окей, все классно. Вино, алкоголь, тоже бесконечно огромное количество на выбор. Вино здесь, я думаю, вы знаете, что с Аргентины везут вино, и экспорт с Аргентины по всему миру. Поэтому вино здесь действительно очень дешевое, качественное, и все очень хвалят аргентинское вино. Да, еще, друзья, вспомнил, что здесь проблема со сметаной, с гречкой, которую так много кушаем мы обычные, также выходцы из СНГ, мы очень любим гречку, и здесь с этим проблема. А если она и есть, ее очень трудно достать, и она, как правило, не коричневая, как у нас, а зеленого цвета. Вот, я еще не встречал ее, но вот ребята, которые здесь живут, они говорят, что крайне редко можно встретить в больших супермаркетах, и она зеленая. И если повезет, то вы купите ее, но не знаю, насчет вкуса ничего не могу сказать. Да, также из кисломолочных продуктов отсутствует здесь творог, как и, в принципе, в большом количестве стран, кроме СНГ и России, творог особо нигде и не купишь. Но здесь полно молока, сыров, как я уже сказал, разных там кисломолочных напитков. Нету, конечно, кефира, тоже, кстати, печально, но есть какие-то похожие напитки на кефир, сливки, все это есть. Давайте теперь я расскажу немножко про безопасность. Наверное, все думают, что Латинская Америка – это что-то криминальное, постоянно здесь что-то случается. Могу сказать так, остальные страны, насколько я слышал, Бразилия, там, Венесуэла, действительно небезопасные страны, особенно если вы живете в каких-то небезопасных районах. Аргентина, здесь тоже есть проблемы с криминалом, но здесь он криминал другого характера. Здесь не убивают, не насилуют, не знаю, нету никаких таких жестких преступлений. Здесь процветает воровство, и воровство среди несовершеннолетних, потому что законы Аргентины прописаны таким образом, что предъявить несовершеннолетнему ребенку, да, ничего не могут правоохранительные органы, даже если его за руку поймают за воровство, его просто отпустят, то есть ему не могут ничего, никаких там санкций или как-то его посадить или еще что-то сделать, то есть человека просто отпускают. Поэтому малолетки здесь воруют. И воруют в основном у женщин, у стариков, у детей, у кого можно легко что-то отобрать и убежать. Каких-то разбойных грабежей здесь я практически не слышал от русскоговорящих в чатах людей, чтобы они рассказывали, что кого-то прямо ограбили на улице, врывают телефоны, если вы стоите с телефоном у дороги особенно. У них такая схема, что они подъезжают на мотоциклах вдвоем, обычно это два молодых парня, один выбегает, толкает человека, забирает телефон, там второй отвлекает, третий садится, и, в общем, они так работают группировками. Что здесь нужно делать? Просто быть внимательнее, не ходить с телефоном у дороги. И вообще есть районы, где в целом не стоит находиться иностранцам, потому что
ну, повышенное внимание. Иностранцы сразу видно, и могут быть какие-то проблемы. Поэтому просто есть определенные районы, где безопасно, где можно как бы себя комфортно чувствовать. В Аргентине, в Кордобе, в частности, где мы живем, здесь тоже есть такие районы. Мы, собственно, там и поселились, гуляем, и никаких проблем не испытываем. Поэтому могу сказать за 1 месяц жизни, что в Аргентине достаточно безопасно, и с этим никаких еще проблем у нас не было. Слава богу. Так, да, и еще местные, из того, что здесь есть проблемы с тем, что как бы воруют, да, местные достаточно скромно одеваются. Вообще нету какого-то ощущения того, что здесь как-то выпячивают брендами. Здесь люди одеваются максимально просто. Какие-то не супер брендовые вещи, либо вообще местные какие-то вещи. То есть такое ощущение, что люди очень-очень простенько одеваются. Ты не видишь вокруг, чтобы кто-то кичился там своим новеньким телефоном, часами или еще чем-то. Здесь с этим тоже люди, видимо, привыкли к тому, что они просто скромно одеваются. Соответственно, такая же тема и с автомобилями. Люди ездят в достаточно простеньких машинах, каких-то Мерседесов, BMW я особо не видел, можно сказать, практически не видел. Если в самом Буэнос-Айресе, где-то в центре еще есть там какие-то иномарки, да, крутые, то здесь в Кордобе вообще все простенько. Поэтому, когда приезжают люди с деньгами, наверное, это даже в плюс, что они вот как-то немножко, ну, понимают, что не в этом ценность, да, и тоже приобретают вот этот дух местных, и они, соответственно, тоже проще ко всему этому относятся. Друзья, вот такой вот небольшой, коротенький, простенький выпуск получился. Просто хотел поделиться с вами своими ощущениями. Как вам формат такой разговорный, живой, на улице, классная погода сейчас, солнышко выглянуло. В общем, подписывайтесь на мой канал, смотрите дальше, будет очень-очень много разного контента. Я буду рассказывать про свою жизнь в Аргентине.